Здравствуйте, с вами канал «Религия сегодня» и я Борис Чибисов. Сегодня у нас в гостях раввин Бенемин Минич, реформистский раввин и исследователь политической философии. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, Борис. Бенни, хотел вас прежде всего спросить о том, чем вы занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, нам и нашим зрителям немного о себе и о своей деятельности. Да, конечно, я живу последние 5 лет в центре Израиля. В Израиле, собственно, я живу уже 22 года, но последние 5 лет я живу в центре Израиля, в городе Кфар-Саба, и служу раввином реформистской синагоги в городе Яфо, в южной части Тель-Авива. Это моя основная работа. И я там занимаюсь всем, чем занимается раввин, да, и провожу службы, пятница вечером, суббота утром, церемонии жизненные, да, свадьбы, похороны, церемонии наречения имени и так далее. И параллельно я занимаюсь работой над диссертацией в Барланском университете, исследую отношения реформистского иудаизма и сионизма в Северной Америке 100 лет назад, в начале 20 века. Они были непростые, и, наверное, правильно сказать, что их практически не было. Но я ищу вот те самые истоки, которые в итоге привели к тому, что реформистский иудаизм тоже присоединился к Всемирной сионистской организации позже. Давайте начнем тогда с общего вопроса. Э, Интересно, а какие сейчас существуют течения внутри иудаизма, современные течения? В чем их отличие между собой? В современном раввинистическом иудаизме существует, наверное, основных три течения. Так традиционно их принято разделять на течение реформистское, которое возникло в Германии чуть более 200 лет назад. И это было движение за обновление иудаизма как религии. В противовес ему возникла ортодоксия, которая выступала в основном за консервацию состояния иудаизма в том состоянии, в котором оно было тогда, на начало 19 века. И третье течение — это консервативный иудаизм, который происходит из части реформистских раввинов в Германии 19 века. Они ратовали за позитивный историцизм, то есть не за перемены ради перемен и не за какие-то неконтролируемые реформы, а за контролируемый процесс реформ. Они отделились в отдельное течение в начале 20 века в Северной Америке и назвали себя консервативным течением. То есть мы говорим о реформистах, ортодоксах и консерваторах. Но, наверное, правильнее было бы говорить сегодня о, наверное, 4,5 течениях. Да, правильно было бы делить ортодоксов на ультраортодоксов, или на иврите они называются харидим, богобоязненные, или просто боязненные, да. И поэтому критики, такие как я, скажут, что они боятся перемен, они скажут, что они боятся Бога, и поэтому не производят никаких изменений. Это вот те самые клише, да, евреи одеты в черно-белое, шляпы, сюртуки и так далее. Отдельно идут современные ортодоксы, которые в основном это течение распространено в Северной Америке, в Соединенных Штатах. В Израиле чуть более современная ортодоксия смешана с сионизмом. Сионизм правильно было бы рассматривать как отдельное идеологическое течение внутри иудаизма, которое отложило в сторону религиозные верования и поставила во главу угла именно на национализм, национальную идею, идею создания еврейского государства. И тут важно подчеркнуть, что, конечно же, сегодня есть и гибридные идеи, да, есть ортодоксы, сионисты, есть реформисты, сионисты и так далее. И четвертое течение — это либеральное течение. Реформисты, консерваторы в Америке, есть реконструктивисты, еврейское обновление, Jewish Renewal. Есть целое множество различных течений, в основном распространенных в Северной Америке. И, наверное, половинка — это то самое движение Аскала, которое в XIX веке ратовало за образование, за образованность и за отход от религии вообще, за секуляризацию. Сегодня, наверное, официально это движение не представлено, но тем не менее мы видим это как культурное явление, будто в Израиле, где третье, четвертое поколение уже рожденных здесь, их сионизм не так идеологически подчеркнут, они просто ведут светский образ жизни, тем не менее не теряя свои связи с еврейской культурой, с еврейским народом. И также мы видим это и в среде постсоветского еврейства, разбросанного по всему миру, да, так
русскоязычные евреи, которые светские в основном, признают также принадлежность к своему сообществу не только по религиозным канонам, да, еврейство по матери, но и по отцу. И это явление распространено достаточно широко, опять же, в Северной Америке, где почти половина евреев не причисляют себя к тому или иному официальному религиозному течению, а принадлежат к местным общинам еврейских культурных центров, да, так называемых JCC, Jewish Community Center, которые сотрудничают со всеми религиозными общинами, а также туда можно записаться, будучи просто еврейской семьей, не принадлежа никакой синагоге, и приходя туда на какие-то праздничные ужины, а также в бассейн и в спортзал. Культурное еврейство. Скажите, пожалуйста, а как вы стали последователем реформистского течения и связанный с этим вопрос, отличается ли деятельность реформистского раввина от аналогичного служения в иных течениях раввинов? Мне было легко, я в этом вырос. Да? Я с детства рос в реформистской синагоге города Керчь в Крыму. И поэтому, когда я переехал в Израиль, несмотря на недолгий ортодоксальный эпизод в моей жизни, я, в общем-то, большую часть своей сознательной жизни принадлежу к реформистскому течению. И оно меня привлекает большей свободой, да, большим либеральным подходом, взгляду не только на религиозные постулаты и догмы, но и на моральные устои иудаизма. И в этом, собственно, заключается, наверное, отличие моей работы от моих ортодоксальных и консервативных коллег. Ортодоксальные и консервативные течения — это течения галахические, то есть течения, которые признают верховенство еврейского религиозного закона. И поэтому к раввинам этих течений очень часто члены их общин обращаются с вопросами по поводу различных тех или иных толкований закона и как им выстраивать свою жизнь в соответствии с галахой, с еврейским законом. Реформистское течение называет себя либо не галахическим, либо термин, который я предпочитаю, постгалахическим, когда еврейскому религиозному догматическому закону придается важная роль, но не определяющая, не самое главное, не верховенствующая роль. И поэтому ко мне реже обращаются члены моей общины с вопросами по еврейскому религиозному закону, а больше с какими-то моральными вопросами, как вести себя в той или иной ситуации. Стоит отметить, что в Израиле в общем население чуть более консервативно, чем евреи в других странах, и поэтому мне тоже задают вопрос по Галахе, именно поэтому последние уже чуть больше года я, да, посвящаю некоторое время учебе в ортодоксальном, либерально-ортодоксальном учебном заведении, которое посвящает раввинов, как мужчин, так и женщин. В другом, наверное, я не смог бы заставить себя учиться, но как складывается. Для того, чтобы, наверное, перекрыть какие-то дыры в образовании, которых не хватает, чуть более глубокое знакомство с более современной раввинистической литературой, более ортодоксальной, именно для того, чтобы давать тем, кто от меня ожидает ответов на те или иные вопросы, более глубокие, более сбалансированные ответы, более компетентные ответы. Мы перейдем к общерелигиоведческим вопросам. Скажите, пожалуйста, если нееврей планирует, имеет желание стать иудеем, примут ли его? И если да, то каким образом, как воспримут в реформистской общине и как в ортодоксальной? Тут, наверное, стоит отметить, что есть два основных подхода, и они и водораздел между ними проходит не между ортодоксией и реформой. Есть классический консервативный подход, он достаточно черно-белый, он говорит о том, что есть евреи, есть неевреи. Да? Нееврей, который приходит и хочет стать евреем, его нужно отговаривать от этого, условно говоря, трижды. Да, а потом его нужно принимать, и принимать на очень длительный курс обучения, после чего он предстает перед раввинским судом из 3 раввинов, и окунается в ритуальный бассейн, в микве, если это мужчина, то делает обрезание и становится евреем. При этом у этого подхода есть одна большая дилемма, как относиться к тем людям, которых еврейский закон евреями не признает, но тем не менее они себя евреями ощущают. Например, еврей по папе. Да, те люди, у которых мама не еврейка, а папа еврей. Да, то есть они живут с еврейскими фамилиями, некоторые из них с еврейской внешностью и так далее. С точки зрения классического консервативного подхода, да, ультраортодоксального, эти люди не евреи, и к ним нужно относиться соответственно точно так же.
Самые, наверное, тяжелые драматические ситуации — это не только когда папа еврей, но и когда дедушка по материнской линии тоже еврей, да. Я встречал несколько таких ситуаций, они очень-очень драматичные, очень тяжелые для человека, который еврей на 3/4, но тем не менее не признается таковым еврейским религиозным законом. И это проблема, да, это очень многих людей отвращает от наследия своих предков. Тут даже мы не говорим о каком-то обращении из другой религии, мы говорим о человеке, который считает себя частью этой культуры. Более современный подход, который признается и в части современной ортодоксии, и в реформистском иудаизме, это подход, который говорит о том, что есть серые зоны, да, и люди, у которых есть еврейские корни, они считаются зера Исраэль, да, потомство Израиля. И для них процесс гиюра, перехода в иудаизм, он гораздо проще, для некоторых даже максимально упрощен. В Израиле, например, реформистский иудаизм, реформистское движение практикует достаточно очень быстрый трехмесячный процесс перехода в иудаизм. Стоит заметить, что в Израиле признаются официально как ортодоксальные, так и реформистские гиюры Министерством внутренних дел. И поэтому не могут в Израиле переходить в иудаизм люди, которые не являются гражданами или не имеют вида на жительство в стране. Это такая договоренность всех религиозных течений с Министерством внутренних дел для того, чтобы это не стало таким боковым каналом для иммиграции в Израиль, потому что еврейство дает право на алию, на репатриацию в Израиль. Если человек не еврей, и он проходит гиюр, то, соответственно, он может репатрироваться в Израиль. И поэтому тут есть договоренности чисто светско-легислативного характера, не так связанные с религией. В целом, опять же, есть разница между Израилем, где улица, она тоже еврейская, и условно, ну я не знаю, Бруклин в пример не станем приводить, там улицы тоже еврейские, да, но, допустим, условным Берлином или Лондоном, где человек, да, приходит в синагогу, он, да, проходит все необходимые уроки, подготовку и так далее, но выходя на улицу, он возвращается в общее, в глобальное общество местное, да, лондонское или берлинское или московское, и живет совершенно светской жизнью, и требования к гиюру, как и у ортодоксов, так и у реформистов вне Израиля, они гораздо строже, потому что они, в общем-то, требуют от человека доказательства того, что он погружается в свой новый образ жизни, который он себе выбрал. В Израиле это проще. В этой связи вопрос: практикуется ли в иудаизме миссионерство и, если да, то в каких направлениях миссионерство, прозелитизм? Не- Каково не- отношение Мгм. к таким практикам? На сегодняшний день, в общем-то, существует практически полный консенсус в иудаизме о том, что миссионерство вне еврейского общества запрещено. Да, иудаизм не ищет того, чтобы обращать неевреев, но при этом считается, что миссионерство внутри еврейского сообщества, например, по отношению к евреям, которые не ведут религиозный образ жизни, приветствуется и даже поощряется в некоторых течениях. А также есть отдельный вопрос, который касается вот тех самых Зера Исраэль, потомства Израиля. Да? Уговариваем ли мы их, в общем-то, завершить свое присоединение к иудаизму вот этим исправлением этого небольшого кусочка картинки, которого не хватает, или все же мы оставляем им это решение без того, чтобы мы каким-то образом их уговаривали. Но вне рамок еврейского сообщества есть, я думаю, практически полный консенсус между всеми течениями раввинистического иудаизма, что прозелитизм, он не поощряется. А некоторые считают, что даже запрещен. Мы хотели бы перейти к блоку «Иудаизм и политика». И вопрос у нас в следующем. Государство Израиль существует более 70 лет. И вопрос вот в чем. Как на протяжении этого периода иудаизм влиял на политические процессы? Ну, стоит сказать, что иудаизм именно религиозная сторона иудаизма, да. Наверное, стоит сделать ремарку о том, что сложно называть иудаизм именно религией. То есть я знаю, что в русском языке есть разница между понятиями еврейства, еврей и иудаизм, иудей. В иврите и в еврейской культуре классической, по крайней мере, в целом такого разделения нет. И если мы рассматриваем именно религиозную сторону вопроса, да, откладываем в сторону, например, сионизм как еврейский национализм, да, еврейское национальное движение, которое тоже при
желание можно назвать частью иудаизма как цивилизационного явления, да, но влияние иудаизма именно как религии, конечно, сложно недооценить, потому что уже с начала 20 века есть первые представители, в первую очередь, ортодоксального иудаизма, которые присоединяются к сионистскому конгрессу, к Всемирному сионистскому конгрессу в 1902 году. Равин Райнес создает движение, которое называется Мизрахи, в переводе с иврита «восточный», и оно становится фракцией внутри Всемирного сионистского конгресса. Помимо этого есть также так называемая община богобоязненных, Ида Харидит, которая существует в Иерусалиме. На том этапе она, безусловно, не сионистская, даже антисионистская, но на момент создания, в общем-то, еврейского государства между 29 ноября 1947 и маем 1948 года, когда провозглашается между декларацией ООН и декларацией независимости, провозглашенной в Тель-Авиве, и все эти силы становятся политическими игроками на арене, потому что Давиду Бен-Гуриону, будущему первому премьер-министру государства Израиль, неимоверно важно для того, чтобы максимальное количество еврейских групп участвовали в провозглашении еврейского государства. И таким образом, именно ортодоксальные группы являются значимыми игроками на этом поле. Большинство реформистов на тот момент находятся в Северной Америке. Мы находимся в первые годы после Второй мировой войны, после Холокоста. Немецкое еврейство уничтожено практически полностью, включая реформистов, которые по разным оценкам были до Холокоста, составляли от 70 до 80% немецких евреев. Но это все уже не важно. Да? Есть какие-то небольшие либеральные общины в подмандатной Палестине. Это не играет какой-то важной роли. И таким образом уже в 1948 году Бен-Гурион добивается того, что под декларацией независимости Израиля ставят подписи также и представители ортодоксов. И что они за это получают? Ультраортодоксы за это получают знаменитое письмо о статусе КВО, которое оставляет в руках именно ортодоксального еврейства несколько важных вещей. Первое, это сохраняет еще османское законодательство о том, что все вопросы браков и разводов решаются исключительно в религиозных судах. Это значит, что евреи направляются в раввинский суд, ортодоксальный, естественно, христиане в свои суды, будь то православные, будь то католические, мусульмане в шариатские суды, а также есть друзы, которые тоже официально признаны отдельно, их система судов. Это первая вещь. Вторая вещь – это то, что во всех государственных учреждениях будет подаваться еда исключительно в рамках правил кашрута, еврейских диетарных законов. И третья вещь о том, что не будет общественного транспорта в шаббат. Да, по субботам не будет ездить общественный транспорт. Отдельно, дополнительно к этому, это важно отметить, потому что сегодня как раз вокруг этого происходят значимые политические баталии в Израиле. Освобождение от военной службы получает небольшое количество, несколько сотен учеников ешив, ультраортодоксальных академий изучения Торы, получают освобождение от армейской службы. Да? На тот момент это все делается для того, чтобы либо поддержали, либо как минимум не противостояли возникновению государства. Национально-религиозное течение не получает каких-то значимых вещей, помимо того, что они формируются в отдельную партию, которая много-много десятилетий называется Мавдаль, Мифлагат Датит Леумит, национально-религиозная партия, которая является участницей почти всех правительств, правящих коалиций в Израиле на протяжении его истории, по крайней мере, до 90-х годов. То есть первого этапа истории, да, первых 40-50 лет существования государства Израиль. И таким образом, с течением времени также принимается закон в 1985 году, в 1985 закон о главном раввинате, который учреждение, которое представляет, в общем, централизованный ортодоксальный иудаизм в Израиле, становится статуторным учреждением, то есть официальным учреждением государства Израиль, которое управляет вопросами брака, который управляет вопросами перехода в иудаизм, гиюра,
вопросами кашрута, выдачи сертификатов кошерности для мест общественного питания. И таким образом, в общем-то, влияние достаточно велико. Помимо этого, стоит отметить, что официальный выходной в Израиле — это суббота, не воскресенье, а только суббота. Официальные праздничные дни в Израиле — это дни еврейских праздников, а также еврейский календарь является официальным календарем, помимо григорианского, в государстве Израиль, поэтому и даты тоже всех праздников, они не по григорианскому календарю. То есть и День независимости в Израиле, он тоже не 14 мая, он 5 ияра, поэтому он каждый раз двигается. Как вы считаете, политическая роль религии в дальнейшем в государстве Израиль, она будет усиливаться, ослабевать, либо оставаться прежней? Как бы вы оценили предполагаемую динамику? И из-за того, что как минимум в религиозном истеблишменте в Израиле за последние 20, даже 30 лет заняли лидирующую роль ультраконсервативные, даже радикально консервативные силы, которые, в общем-то, продолжали устражать, сжимать рамки, то я полагаю, что роль религии в Израиле, она не уменьшится и не увеличится. Мы находимся на пороге качественного изменения, потому что более либеральные израильтяне, включая более либеральных религиозных израильтян, которым не, то есть израильтяне индифферентные, да, которым, в общем-то, все равно, да, вот они евреи, да, там раз в жизни нужно прийти в раввинат и заключить брак, да, это их меньше интересует, да, но есть все больше израильтян, которым не все равно, что происходит в учреждениях религиозных, и поэтому нас ждет, мне кажется, качественное изменение в чуть более уравновешенную. То есть я даже не говорю в чуть более либеральную сторону, а в чуть более уравновешенную сторону. Уже сейчас мы можем видеть процессы того, как, например, раввинские суды, которые занимаются процессами разводов, они становятся мягче, более открытыми, более понимающими какие-то современные реалии светского общества, то, за что 10 лет назад, допустим, их нещадно критиковали, да, именно за отсутствие подобной эмпатии. И поэтому мне кажется, что роль останется примерно той же, но качественно изменится. То есть, например, я даже не исключаю оптимистично, что мы увидим, скажем, где-нибудь через 10 лет, да, общественный транспорт, который ездит по субботам в Израиле, но при этом он уже сейчас есть частные инициативы, но я думаю, что мы увидим и государственные инициативы, но при этом они не будут заезжать в районы, где компактно проживают религиозные евреи, которым, в общем-то, это и не нужно с потребительской точки зрения, чтобы у них был общественный транспорт по субботам, но и для того, чтобы не каким-то образом не оскорблять их чувства. Да? То есть будет некий какой-то такой симбиоз, но нового характера, не того, который был до сегодняшнего дня. Еще несколько дополнительных вопросов. Дело в том, что в Израиле помимо иудеев проживают и христиане, и мусульмане, и представители многих иных религий. И не всегда взаимодействие между приверженцами разных традиций происходит мирно. То есть иногда происходят ужасные вещи, вплоть до террористических атак, но в целом религиозный диалог удается как-то поддерживать. И в связи с этим хотелось бы спросить вас вот о чем. В настоящий момент не только мировое христианское сообщество, но и представители других религий, политики, представители правозащитных организаций обсуждают принятый в Киеве закон номер 8371, согласно которому на территории Украины запрещается деятельность религиозных организаций, я процитирую, находящихся в государстве, которое признано осуществляющим вооруженную агрессию против Украины и или оккупировало часть территории Украины. Конец цитаты. И как говорят многие аналитики, данный законопроект нацелен на Украинскую православную церковь Московского патриархата. И вот, как вам кажется, способно ли введение подобного законодательства вообще стабилизировать общественную обстановку? Делает ли человека принадлежность к той или иной сугубо религиозной традиции ответственным за какие-либо политические решения и, соответственно, виновным с точки зрения современного законодательства? Как вы считаете? Ну, я думаю, что этот закон, он безусловно, достаточно радикальный.
да, он, безусловно, достаточно нестандартный, да, запрет религиозных организаций не в силу их вредоносности, это вообще проблематично, да, если мы, конечно, верим в свободу вероисповедания. С другой стороны, мне кажется, что страны, которые находятся в состоянии войны, эм, рано или поздно, да, мы видим это и в Израиле, да, из-за того, что практически целый год уже мы находимся в состоянии такой перманентной войны и с организацией Хамас в секторе Газа, и с Хизбаллой в Ливане, да, становится некое такое общественное не помешательство, а некоторое притупление чувств, да, когда радикальные ситуации уже не вызывают какой-то радикальной реакции. Да, и поэтому Украина, как страна, которая находится 2,5 года в состоянии войны, безусловно, ищет способы для того, чтобы ограничить то или иное влияние стран, которые не желают ей добра, да, на нее. И поэтому с этой точки зрения я могу понять, откуда появился этот законопроект. В то же время я могу сказать, что я все же оптимистичен относительно судьбы общины Украинской Православной Церкви, именно потому, что я не знаю, кому приписать эту мудрость, это было давно, но тот факт, что она не зарегистрирована в Украине как единая организация, усложнит практическое применение этого закона. Если я правильно понимаю, да, я не эксперт в этой ситуации настолько, но если я правильно понимаю, мы говорим о тысячах организаций, которые зарегистрированы как неправительственные организации, и они принадлежат так или иначе либо как епархии, либо как приходы, либо как те или иные учреждения к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И закрыть их все будет просто невозможно, реально. И я полагаю, что у этого закона как минимум не будет какого-то разрушительного влияния. А как максимум, может быть, это, да, поможет как раз-таки закрыть вопрос с некоторыми организациями, которые, да, на бумаге аффилированы с Украинской Православной Церковью, но де-факто являются агентами влияния. И вот еще следующий вопрос. Конфликт на Украине породил разделение не только, собственно, в христианском мире, но, насколько можно судить, и между иудейскими общинами. В мае этого года, накануне Дня памяти жертв Холокоста, героев еврейского сопротивления, главный раввин Украины Моше Асман записал видеообращение с благословением членов организации Азов. Это организация, признана в России террористическая, она запрещена. И после этого главный раввин России Берл Лазар назвал раввина Моше Асмана самозванцем. И вот я процитирую. Все, что он говорит, к сожалению, дискредитирует его каждое высказывание, дает больше людям понимания, что это не раввин, это самозванец. И как вы сами оцениваете эту ситуацию? И, может быть, вам известна позиция каких-либо раввинов Израиля по этому вопросу? И мне неизвестна позиция раввинов Израиля по этому вопросу. Я должен сказать, что мы между собой, в общем-то, это не обсуждаем, потому что у каждого из нас своя позиция, она совершенно не касается нашей профессиональной деятельности. Я должен сказать, что это в целом печально, когда люди, задача которых заботиться о евреях, да, будь то в Москве, будь то в Киеве, будь то в Лондоне, будь то в Берлине, вынуждены ругаться между собой для того, чтобы продолжать работать. Да, очень сложно говорить на человеческом уровне и осуждать кого бы то ни было, потому что, например, Равин Асман буквально 2 недели назад похоронил приемного сына, который погиб на фронте, и он платит заплатил, да, семейную цену этой войны. И он не может уехать оттуда, где он находится, потому что он раввин синагоги Бродского в Киеве. У него есть община, у него есть сотни людей, которые на него полагаются, он находится там, где он находится. Аналогичная ситуация обстоит с раввином Лазаром. Он с конца 80-х годов находится в Москве. Он служит еврейской общине России все эти годы. И он находится там, где он находится. И все эти словесные перепалки, они
скорее информационный шум. И, безусловно, раввины должны в первую очередь заниматься тем, чтобы помогать евреям в пределах своих общин, где бы они ни находились, и меньше э, занимались тем, чтобы ругаться между собой, потому что в итоге от этого страдать будет еврейский народ, а также и хрупкие отношения между евреями и окружающими их другими народами и людьми других вероисповеданий. И в завершении, под конец, я хотел бы поблагодарить от лица редакции канала вас за то время, которое вы нам уделили. Спасибо большое. Пожалуйста. И нашим зрителям желаем всего доброго. До свидания.